стеклянные дожди, каменные дожди, ветер более 30 тысяч километров в час. Все это невозможно на нашей планете даже в самом бурном воображении. Но это не значит, что подобное не может быть на каких-нибудь других планетах, отдаленных от нас на сотни световых лет. Давайте возьмем обычный ветер. Но нет, земной ветер это очень скучно. Но земные ураганы это всего лишь цветочки по сравнению с тем, что происходит на вот этой вот планете. Из-за очень большой температурной разницы между ее сторонами, а именно примерно 400 градусов, на ней дуют ветра примерно 33 тысячи километров в час. Это настолько чудовищные цифры, что если бы вы имели крылья, ну или хотя бы зонтик, то раскрыв его, вы могли бы облететь всю планету по экватору всего лишь примерно за сутки. А что еще бывает, кроме ветра на нашей планете? Дожди. Но это совсем не те дожди, которые идут на планете Корот-7b. Это по сути восставший труп из пепла. Ядро когда-то существовавшего здесь газового гиганта размером с Юпитер. При температуре более 2000 градусов горные породы испаряют словно лужи воды на Земле. А поскольку температура на обратной стороне планеты намного ниже, то эти горные породы застывают в камне и обрушиваются каменным дождем на поверхность на стороне, обращенной в никуда. Только представьте себе такую картину. Но в нашей Вселенной есть дожди куда более опаснее и страшнее. Например, как на этой планете. Ведь ее атмосфера состоит целиком из силикатных частиц. И поэтому там идет дождь, не поверите, из стекла. А учитывая то, какие ветра дуют на этой планете, то если бы такой дождь прокатился по нашей родной Земле, скорее всего, местным жителям бы сильно не поздоровилось. После такого начинаешь задумываться о существовании ада. А теперь представьте себе Солнечную систему, если бы в ней было две звезды. Все верно. По утрам вместо одного Солнца сразу два. До обнаружения этой планеты такое было возможно лишь в Звездных войнах. Но вот насладиться такой красотой у вас бы никак не получилось из-за отсутствия воздуха и аномально высоких температур. Но есть такие планеты, где у вас будет 3 Солнца и 3 тени. Новый Татуин побил все прежние рекорды. Мало того, что эта планета вращается сразу вокруг 3 Солнц, так еще и год на этой планете садится более 500 лет. Но из-за огромных расстояний человечество вряд ли в обозримом будущем сможет побывать на этой планете. GJ1214b. Во Вселенной огромное количество планет, которые состоят из воды. Но вот на этой планете особенно интересно устроена вода. Из-за огромного давления под водой лед может переходить в экзотическую форму льда, известную как лед-7. Такой лед совсем не холодный, но при этом находится в твердой форме. Ну и напоследок самая жаркая планета во всей Вселенной. Кельт-9b. Данная планета вращается возле большой горячей синей звезды, что является довольно редким явлением. Но из-за ее близости к звезде температура на поверхности этой планеты шокирующие 4000 градусов Цельсия. Для сравнения, температура нашего родного Солнца примерно 5500 градусов. Таким образом, данная планета оказалась горячее многих звезд. Спасибо вам большое за ваши лайки и подписки. До скорых встреч!